Есть растения, которые способны украсить сад даже в пасмурную погоду, и в то время, когда сад еще не богат своей зеленью и тем более цветами. О такой красивой и неприхотливой декоративной культуре, которая радует своим сверхярким и ранним цветением, и пойдет сегодня речь. Я считаю, что такие растения стоит выращивать в каждом саду. Сегодняшняя тема о невероятно красочном и раннецветущем кустарнике под названием форзиция. Это очень эффектная и в то же время неприхотливая садовая культура, которая легко украсит территорию сада, причем не только ранней весной. Форзиция радует своей яркой окраской, обилием цветов и неприхотливостью. С ней вполне справятся даже самые неопытные и начинающие садоводы. Это растение отлично подойдет занятым людям и дачникам выходного дня. Прелесть этого кустарника в его роскошном раннем цветении. Кусты зацветают еще до появления листвы. Как правило, это период с конца марта или начала апреля, в зависимости от региона произрастания и вида растения. Это одна из самых ярких раннецветущих культур. Кусты форзиции настолько красочные, что их очень сложно не заметить даже издалека. Этот декоративный кустарник – настоящее украшение любого участка. Не зря форзицию многие называют золотом сада. Ее многочисленные ярко-желтые цветы покрывают ветки почти по всей длине. Это делает ее крону похожей на красочное золотистое облако. Размеры форзиции во многом зависят от вида и сортовых характеристик. В странах Европы чаще других выращивается вид форзиции европейской. Зато в Азии этот кустарник распространен сразу в нескольких видах. Название растению было присвоено в честь шотландского ботаника Уильяма Форсайта, основателя Королевского садоводческого общества. Именно благодаря ему это растение впервые появилось в Европе. Поэтому форзицию еще называют форсатией. Высота кроны данных кустарников в основном составляет около 1-3 метров, хотя уже выведены довольно компактные и даже карликовые гибриды, которые можно выращивать не только в открытом грунте, но и в контейнерах. По столь ранним срокам цветения и обилию ярко-желтых цветов с форзицией мало что может сравниться. Ее кусты превращают сад в красочное, живописное полотно. Форзиция не только поднимет вам настроение, но и сделает солнечным участок даже в самую пасмурную погоду. Тем более, что расцветает она именно в то время, когда наши сады преимущественно еще с оголенной землей и особо не радуют никакими цветами. Цветы не крупные, в виде золотистых колокольчиков с 4 лепестками. На вид они довольно простые, но их огромное количество и окраска создают в саду настоящий фейерверк и красочный акцент. Именно в период цветения форзиции начинаешь ощущать приход настоящей весны. Пышная, полыхающая, словно солнце, крона этих кустарников видна даже на большом расстоянии. Форзиция очень неприхотливая. Ее выращивают не только в частных садах, но и в городских парках и даже для озеленения улиц. Из этого кустарника получаются очень яркие и разные композиции. Форзицию красиво выращивать в виде живой изгороди. Ее также можно высадить вдоль сетчатого забора. Ее гибкие ветви практически скроют его своей зеленью и цветами. Форзицию также выращивают при витой штамбе и даже заплетают на арку. Это очень пластичный кустарник, который идеально подходит для создания самых разных садовых форм. С помощью обычной стрижки кустам форзиции можно придать необычные очертания и фигуры. Очень красиво выглядят ее кусты, выстриженные в виде шара. Это как раз то растение, которое простит вам даже самую неумелую стрижку. Но формировку лучше проводить сразу после того, как кусты отцветут. Такие растения отлично переносят загазованность воздуха, неблагоприятные условия и временную засуху. Но наибольшая прелесть форзиции в ее роскошном и ярком цветении, за что ее еще называют золотой сиренью. Хотя среди этой культуры есть самые разные виды и сорта. Например, есть растения не только с желтыми, но и с белыми и даже розовыми цветами. Среди розовых сортов особо популярная форзиция розеум. Цветение форзиции длится примерно около месяца. Но эти кустарники остаются привлекательными в течение всего сезона. У них красивая, раскидистая и густооблиственная крона с изогнутыми ветвями. К осени кусты становятся желто-багряными. К тому же есть сорта с пестрой листвой.
Очень популярная в декоративном садоводстве форзиция зеленейшая Кумсон. У нее необычная окраска листьев с выразительными белыми прожилками. Осенью они играют всевозможными желто-фиолетовыми оттенками. Если у вас небольшой сад или вам необходимо создать длинный и невысокий бордюр, можно высадить карликовые сорта. К таким, например, относится сорт Mini Gold, который не превышает высоту 50-70 см. Но если вы желаете продлить цветение этого кустарника, высадите разные сорта. Есть раннецветущие форзиции, которые расцветают уже в марте, среднецветущие, которые радуют своими цветами в апреле, и позднецветущие, те, что цветут с конца апреля по май. Высадив разные по срокам цветения растения, вы сможете наслаждаться ярким цветением с марта по конец весны. Кусты форзиции отлично смотрятся в компании с декоративно-лиственными культурами, особенно с разными хвойными, а также отдельно растущими, например, посреди газона. Эта культура хороша как солитер, так и в групповой посадке. Если вы задались целью высадить на своем участке форзицию, обратите внимание не только на ее размеры, но и на ее зимостойкость. Среди этого кустарника есть сорта и виды с разной устойчивостью к морозам. Наиболее выносливой к климату средней полосы считается форзиция овальная или яйцевидная. Также повышенной морозостойкостью и устойчивостью к засухе обладает гибрид форзиции промежуточной. Но садоводам холодных регионов первые несколько лет молодые саженцы стоит высоко мульчировать и укрывать. Для этого подойдет опавшая листва и плотное белое агроволокно. С возрастом зимостойкость растений существенно повышается. Также могу дать совет, которого я сама придерживаюсь много лет. Покупайте саженцы, выращенные в своих местных питомниках. Например, большинство растений я приобретаю по дороге на свой участок. Как правило, в этих мини-питомниках их и выращивают. Еще один совет, чтобы повысить зимостойкость: вносите под свои растения уже со второй половины лета калийно-фосфорные удобрения. А вот азот с июля следует полностью исключить. Форзицию можно выращивать в любом месте, но для более обильного цветения кусты лучше высаживать на открытых солнечных участках. В тени цветов будет намного меньше. Имейте также в виду, что несвоевременная обрезка может существенно сократить цветение. Форзиция цветет на побегах прошлого года, поэтому обрезку проводят сразу же, как кусты отцветут. Качеству грунта эта культура неприхотливая. Форзиции подойдет обычный садовый грунт с нейтральной реакцией. Для подкормок под кусты можно вносить перепревший компост и минеральные удобрения. Хотя этот кустарник красиво цветет даже без внесения удобрений. Я знаю много садов, где за форзицией вообще никак не ухаживают, лишь иногда стригут, чтобы поддерживать аккуратную форму. Это настолько неприхотливая и благодарная культура, что будет радовать вас каждый год своим ярким цветением даже без особого ухода. К тому же вам не придется ждать цветения много лет, так как даже молодые саженцы способны цвести. Удивительно, но даже укорененные черенки форзиции часто зацветают первый год. Если вы захотите размножить этот кустарник, например, для создания длинной живой изгороди, воспользуйтесь методом отводок или черенкованием. Форзицию также можно размножить семенами, но в этом случае могут вырасти сеянцы, которые будут отличаться от качеств материнского куста. К тому же зацветут они позже растений, выращенных вегетативным путем. Если на вашем участке кислая почва, перед посадкой саженцев внесите золу или гашеную известь. На дно посадочной ямы уложите слой дренажа. Молодые растения в первое время потребуется вовремя поливать, а в регионах с морозными зимами поздней осенью укрывать. В основном же этот красивейший кустарник настолько неприхотливый, что с ним вполне справятся даже неопытные садоводы. Я уверена, что многие из зрителей уже выращивают форзицию в своих садах. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ну а если вам это видео было интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.